Друзья, всем привет! Привет, ребят! Мы продолжаем рассказывать о том, как мы искали жилье, как мы взяли ипотеку на моего отца. Кто не видел предыдущее видео, начало всех начал, нажмите вот тут вот где-нибудь ссылочку у меня над головой или над Аниной головой. Да, ну где-то надо сказать. Нет, мне не влезет. Скорее всего, надо мной. Я справа сижу, значит над моей головой. Вот, ну либо в описании к этому видео можете тоже нажать и посмотреть предыдущее видео. Хотелось бы рассказать, в предыдущем видео мы забыли это сделать, откуда же у нас деньги взялись так вот необычным образом на первоначальный взнос. Просто многие люди пишут, что типа вам там спонсоры какие-то дали, там Андрей Малахов вам помог, там Путин, вот, что, наверное, выше богатые родители, вот, либо люди там накидали. Нет, на самом деле все не так. На самом деле, частично, кстати, правда, люди помогали, за что мы с Аней очень благодарны. 4 года нам прислали энную сумму денег. Да. Об этом вы можете увидеть в нашей группе. В группе, какая да. сумма, сколько прислали? Ну, не энная сумма, Аня. Не хочешь сейчас Я не знаю, просто конкретно как бы... В ВКонтакте написано официально у меня в группе ВКонтакте, в Одноклассниках, везде я пишу, там есть отчеты, можете посмотреть, с фотографиями совсем. Где-то около 270 тысяч рублей было собрано за 4 года. Изначально мы деньги собирали, как мы уже в предыдущем видео говорили, на домик в деревне для Аниной мамы. Вот, но теперь мы его не берем. Почему не берем, можете посмотреть предыдущее видео. Вот, мы будем теперь жить все вместе. Естественно, 270 тысяч на первоначальный взнос за ипотеку это очень мало. Вот, поэтому там еще есть деньги наши, которые мы откладывали с Аней. Помогла моя сестра с Германии тоже, пару раз тоже привозила, денежку добавляла, вот. У нас тут небольшая заминка, когда я сама по себе поехала, и я вышел из кадра. Стал, как говорится, парень не в фокусе, не четкий. В общем, я продолжу. Частично помогли мои родители, тоже внесли большую лепту в первоначальный взнос. За что им очень большое спасибо. Плюс еще Анина мама продала дом в Казахстане. К сожалению, дом вышел не очень по большой, говорится, стоимости, потому что разница в валюте. Вот, но дом у Ани и ее мамы был хороший, большой, трехкомнатный, то есть полностью там, по-моему, кирпичный или панельный, силикатный кирпича. Силикатный кирпича, 15 соток земли, то есть дом очень добротный, большой постройки. Просто многие в интернете думают, что Аня там с мамой переехала с какой-то землянки, пишут типа, чего вы жалуетесь, вы же жили в более худших условиях. Да, у них, конечно, не было там газа, да? У нас не было газа, и воду в дом мы не могли подвести. Мама моя подвела буквально вот перед переездом, за год, наверное, получилось воду подвести, потому что очередь была большая на то, чтобы подвести в дом воду. Это единственный вот был минус, конечно, в доме. Она еще говорила, что вот, блин, обидно, только воду проверить, столько лет прожили, воду проверять, тут уезжать приходится. Ну, в общем, были просто какие-то свои неудобства, то, что газа не было и воды не было. Приходилось колодец заполнять водой, но жили они нормально, и дом был у них хороший. Вот, поэтому было обидно его продавать, особенно... Да, мебель все пришлось бросить, оставить там все. То есть продали дом вместе с мебелью, какая-то там бытовая техника, все таки отдали и продали вместе с этим. Да, потому обидно что просто. тяжело было продать, это хоть и райцентр, там более 7,5 тысяч населения в этом райцентре. Вот. Но, тем не менее, продажи тогда стояли, и тяжело было имущество вообще продать людям, поэтому мы уже, лишь бы ей переехать, уже продали просто покупателю, который нам внушал доверие, мы ему просто продали, можно сказать, за бесценок отдали дом. Потому что с кем-то другим просто боялись уже связываться. Так что, вот, никто нам из властей, из телевидения, никто нам не помогал. Никогда никто из телевидения, из властей нам никто ничего не помогал, как бы, как люди думают. Многие, по-моему, даже не понимают до сих пор, что мы живем не на своей квартире. Да, люди вообще... Думают, что это квартира наша, что мы просто еще хотим дом купить. Да. Эта квартира не наша, ребята, мы ее снимаем уже 4 года. Вот. И у нас своего жилья никакого нет. Просто. За 4 года мы уже приличную сумму денег отдали. Ну, вот. больше 500 000 точно уже отдали за эту квартиру. Да, ну там плюс-минус. Конечно же, за это время, за 4 года, уже можно было бы вкладывать деньги в ту же ипотеку, в свое жилье, если бы был первоначальный взнос. Еще хотелось бы рассказать,
тоже многие спрашивают и пишут, что типа вот, ребята, вы там типа берете, да, ипотеку, Аня не работает, типа официально там, да, не работает. Гриша типа вообще там инвалид недвижимый, тоже она не работает, вы типа будете подаяние просить на ипотеку, чтобы люди накидали, типа, снимаете видео, на жалость, давите и все прочее. В общем, это все бред, это все фигня. Вот, Аня, ну, мы отдельное видео запишем, кстати, не буду раздавать о том, чем мы зарабатываем на жизнь. Я уже много раз об этом говорил. Да, на данный момент просто, на данный момент, да, я сейчас не работаю. Да, Аня ухаживает за ребенком, помогает мне, и мама ее тоже мне помогает. Вот, но на Ане сейчас и я, и ребенок, как бы получается. Она пытается подрабатывать, делать какие-то поделки, ручной работы, но это только тоже сезон. по сезону, да. Да, сезон. Сейчас ты движешься Новый год. Да, вот. сейчас, честно говоря, да. Здесь не позволяет ребенок, как бы много вещей детских я не могу пока вот здесь. Да, вот, и там надо всякие запахи, отдушки и все прочее, там это тоже для ребенка вредно. Я же говорю по сезону. Да, по сезону. В общем, я работаю, я, честно скажу, не в обиду Ани, я единственный кормилец в семье, потому что я работаю, пусть не официально, но стабильно. Я создаю сайты на заказ, всякие там коммерческие компании мне заказывают, и занимаюсь их продвижением. Да, и вот как только я забеременела, то раньше хотя бы я фрилансером, да, подрабатывала. Как забеременела, я не могла за ноутбуком вообще, меня почему-то укачивало, и потом какое-то время. И Гриша полностью всегда как бы сам зарабатывал. Никогда мне ничего не говорил, там, что ты там не работаешь, еще что-то, то есть сам старался. Да, я считаю, что мужчина... Мама не получала пенсию 2 года, как бы вообще, поэтому... Да, мама у нас только сейчас начала пенсию получать. Кто думает, что я здесь на себе тяну там и пожилую маму, и Гришу, и ребенка, то вы глубоко заблуждаетесь. Да, там комментарии были, что типа, Аня, дом не берите, потому что ты будешь и на работе уставать, и тебе еще и дрова ковать, и все прочее. И, как бы, я пишу людям, что я как бы работаю, я кормлю семье, но тем не менее мне не верят. Но это ладно, бог с ним. Ну да, из-за твоего состояния, положения люди не могут, конечно, поверить. Да. Пускай она Аня будет мать героиня. Да. Как в фильмах пойдет, потом, наверное... Мать, кому надо, я мать героиня, а кому-то я вообще там... Что плохого в том, что муж зарабатывает деньги? Что он содержит Вот, семью? я, Что хотел сказать, но ты меня перебила. Я хотел сказать, что я считаю, что мужчина должен зарабатывать в семье деньги и никогда не упрекать свою жену в том, что если она этого не делает, если она сидит дома, даже если она там, извините меня, лентяюга какая-то последняя сидит дома, он все равно мужик. Он когда женился, он должен был понимать, что она лентяюга и сидит дома. От жены требуется, конечно, если... Семейный очаг. Нет, понятно, что очаг. Просто требуется не давить на мужа и больше его не требовать, как бы, если видишь, что... Смотреть на возможности тоже мужа, конечно. Ну да, если ты сама если ты видишь, что фаз. он не может каких-то высот добиться, да, ты с него требуешь, то здесь сложно, конечно. Мне кажется, да, если ты сама семейный вклад в бюджет не носишь какой-то, да, то и требовать как бы Да. надо уважать возможности мужа тоже. Вот. Ну и я считаю, что мужчины тоже должны видеть, на ком они женятся. И если ты влюбился в человека, полюбил, то ты должен понимать всю серьезность. Ответственность просто. Ответственность. Да, и тем не менее, все равно, я еще раз повторюсь, мужчина есть мужчина, испокон веков мужчина был добытчиком, вот, поэтому мужчина должен добывать, как говорится. Гришка говорит, даже если он мне откажет полностью, да, там работать будет буквально там 2 культяпками, здесь что рассказываю. Как-нибудь он, может, покажет конкретно, что, как он делает, как это не крутяки, это 2 пальца просто они контрактура, да, просто да, уже настолько сильная, что они не разгибаются, эти 2 пальца. И он экранной клавиатурой, и он так вот работает, то есть... Даже если он будет совсем лежать пластом, он говорит, я буду диктовать книжки, но я буду зарабатывать. Да, конечно, мы об этом отдельное видео запишем, да, опять же повторюсь. Да, у нас много тем для записи. В общем, из чего мы будем выплачивать ипотеку? У меня есть пенсия, которую мы отдаем на этой съемной квартире, мы платим за нее коммунальные услуги и оплачиваем проживание здесь. Гриш, можно переживать? Да. Просто многие думают, что у тебя тут пенсия как бы очень-очень ну да, очень высокая. Я же подскажу к этому. Да. Пенсия у меня невысокая,
со всеми там надбавками, совсем, получается где-то около 16 тысяч рублей, там плюс-минус, может 17 тысяч получается. Из-за этого практически все полностью мы отдаем за съемное жилье уже 4 Ну да, года. но сейчас Ничего за не остается. съемное не все отдаем, за съемное там остается пару тысяч, Пару погасить какой-то кредит, а берем ипотеку, будем отдавать полностью всю пенсию. Еще его добавлять, потому что там процент тоже свое берет все-таки. Вот, что я хотел сказать. В этой пенсии, я повторюсь, опять же, там разные надбавки, сама пенсия, конечно же, ниже, и всю пенсию мы будем отдавать, естественно, за ипотеку. Ну, а жить мы будем на то, что я зарабатываю. И вот то, что по сезону будет зарабатывать Аня, делая хендмейд. Вот, ну, вещи ручной работы. Все, ни на каких дяди, тети, спонсоров мы не рассчитываем, потому что, ребят, сидеть и брать ипотеку, извините меня, отдавать все твои деньги, которые ты копил годами, которые тебе помогали собирать люди, родственники, отдавать это все в ипотеку, и потом сидеть, рассчитывать, что тебе кто-то придет и поможет, но это очень глупо, нецелесообразно. Банк потом, ты, конечно, можешь ждать и верить в розовых очках в уши, но банк-то машина, как говорится, грозная, а он придет и просто у тебя нафиг все заберет и вынет тебя на улицу. Да, Представьте, ты ни с чем, с маленьким ребенком, с пожилой тещей и с женой, и все. Да. Нужно сказать, те деньги, которые мы, получается, внесем, если мы вдруг по каким-то причинам перестанем выплачивать, не сможем выплачивать, то банк у нас полностью забирает эту квартиру, и нам никакая сумма не возмещается, то есть полностью у нас заберут жилье. Вот, поэтому. Поэтому как бы так. Мы рискуем больше, чем банк. Вот, банку-то все равно. Да, Он все равно свое. Да, он все равно свое получит. В общем, в предыдущем видео мы уже сказали, что поиск наш домов сузился до города, можно сказать. Уже в самом городе, в его окраинах мы стали искать дома. Но дома все попадались либо полностью развалюха, по цене, что мы не укладываемся по бюджету, чтобы еще ее отремонтировать. Но по цене хорошая квартира большая в центре города. Да. А дома очень старые, разваливающиеся. Ну да, но либо они были молодые, которые подходят к банку, да, но опять же они все сыпятся, валятся. Либо были такие дома, которые полностью под ключ, то есть там ничего делать не надо, заходи и живи, прям все как игрушка. Вот, хоть люди там написали, что бывает, въезжаешь все как игрушка, а потом сыпется, валится. Да, это мы тоже знаем, такое тоже бывает. Ну, в общем, там видно, что дом как бы новый, хороший, да, построенный. Ну, что его может банк одобрить, но он стоит. Да, но он стоит как приличная квартира, вот, где-нибудь в центре города. Ну и, в общем, уперлись мы в дома, все равно очень хотелось дом, и решили мы все-таки взять ипотеку побольше, чем первоначальную сумму нам одобрили. Вот, послали мы опять папу моего попросить побольше ипотеку, но ему сказали, что извините, конечно, но у вас через 8 лет получается пенсионный возраст, поэтому мы вам большую сумму дать не можем, потому что он там брал по программе там 2 НДФЛ, предоставлял справки о доходах, там пенсии и все прочее, мы вам больше дать не можем, потому что наш доход не позволяет. Ну, посидев, подумав, я решил, что я молодой, точнее не посидев, не подумав, а увидев на сайте банка ВТБ, у них есть программа, сейчас уже не помню, какая-то то ли нет сомнений. Нет формальностей. Или без формальностей. Нет формальностей. Ладно, в общем, бог с ними. Кому это зайдет, посмотрит. В общем, это получение ипотечного кредитования, хотел сказать ипотечное кидование. Ипотечное кредитование без предоставления справки 2 НДФЛ. То есть без предоставления справок о доходах. Официальном доходе. Да, только по 2 документам. По паспорту и СНИЛСу. Вот. В общем, я пришел в банк ВТБ, поговорил с ними, они мне объяснили, что будет у меня процентная ставка, так как я инвалид первой группы, меня ни один банк не станет страховать, ну ни одна страховая фирма банка. По причине болезни. Да, потому что они страхуют жизнь. Так как у меня тяжелая форма инвалидности, они боятся страховать мою жизнь. Это их риски. Так как у меня тоже первая группа инвалидности, и я не предоставляю справку о доходах, они не страхуют мою потерю трудоспособности. Опять же. Вот, страхуют только чисто
имущество, которое я покупаю в ипотеку, страхуют стены и все прочее, всяких там несчастных случаев. И из-за этого у меня будет процентная ставка 11,3% годовых. Да, это самое высокое там, да? Тебе завысили. Но это не Больше мне, это всего. всем инвалидам, которых не могут застраховать по данным причинам. Ну, так нам объяснили, да, что инвалидам как бы дают такую процентную ставку. И еще меня, точнее нас, обломали в одном случае. Нам сказали, что по данной программе в ипотеку нельзя взять дом. То есть дом не является имуществом, которое бы они могли рассматривать, потому что дома оформлять по ипотеке гораздо сложнее. Да, и по этой программе дом оформить нельзя. Но можно оформить только квартиру. Вот, поэтому мы пришли, сели и стали дома усердно думать, что же нам делать. Ну, думали, но мы все равно искали дома, все-таки пытались. Да, мы пока пытались, ездили дома, смотрели. Вот. пытались найти все-таки дом, чтобы как-то вложиться в эту сумму, которую одобрили папе, да, но... Честно говоря, уже даже были мысли где-то у кого-то перезанять, пойти ограбить банк, сделать еще что-нибудь, не знаю, но как ни шути, не получалось найти гораздо большую сумму, чем у нас было и чем давал банк. На самом деле, да, Гриша даже узнавал кредит, какой ему может дать банк, но кредит очень там маленький. Ну да, мне мало. Маленький кредит. Банк одобрил мне кредит, но очень мало, и по 19%. Поэтому я подумал, будет ипотека, еще и кредит, Еще это и будет кредит, да. очень жестко, поэтому вариантов больше не было. Хоть и хотелось дом, как говорится, как мы раньше уже говорили, это свои вот эти овощи и фрукты. Это, Да, и постоянный доступ на свежий воздух. да, да, вот многие комментарии писали, что понимают меня, но это в основном тоже писали люди с ограниченными Да, возможностями. которые да. сидят также в 4 стенах и не имеют, как мы, допустим, по ступеням в подъезде, коляску стаскиваешь. И когда зимой ты можешь в любой момент выйти на крыльцо подышать, а здесь такой нет возможности. Просто здоровым людям, наверное, этого не понять. Ну которые нет, там в таких многие, условиях там живут. многие здоровые тоже писали, что из квартир переехали в дома и сейчас живут. Хотя и есть такие, которые написали, что не нужен вам дом, это тяжело очень. Я и с ними согласен тоже. Ну, в предыдущем видео уже говорили, что Анне было бы очень тяжело и снег нести, Ну, и на самом за деле, всем ухаживать. на самом деле, да, раньше я могла, конечно, и снег. Даже вот у меня отец, родители были, да, там отец тоже работал, помогал, по дому все делал. Но я как-то сама всегда кидала снег, чистила, мне нравилось. То есть у меня силы были, я любила чистить снег. То есть я уже, как только выпал буран, там я выбежала уже с лопатой, чищу снег вокруг дома. То есть мне нравилось, силы были. И в палисаднике, и в огороде возиться, и сама полностью садила картошку, и сама вскапывала на небольших участках, которые были около дома вблизи. То есть я много могла работы делать. Сейчас, конечно, уже не то здоровье, Да. что говорить. Сейчас уже и со спиной проблемы, это есть проблемы со здоровьем. Но все равно, конечно, хотелось бы на свежем воздухе, мне кажется, все-таки труд, вот этот физический, он дает здоровье. Да, вот даже, честно говоря, Укрепляет, наоборот, я считаю. честно Поэтому говоря, вот мы ездили зря дома. говорите, что тяжело, мне кажется. Мне кажется, не знаю. Тебе кажется, про эту квартиру сидишь, тебе Ну, я кажется. уже 5 лет живу в квартире, мне кажется, тут разваливаюсь вообще уже, реально вся развалилась. Ну, а там От уже- жизни в квартире просто. Но все равно, я говорю, страшно брать ипотеку на дом, а потом не знаешь, как там Ну, вот- повернется. Вот только да, из-за этого, что страшно, брать сейчас абы что, просто абы что, лишь бы взять дом, тоже Да. страшно. Просто страшно за будущее даже ребенка, что Да, он нам потом спасибо не спасибо не скажет. скажет за какой-то за разваленный развалюху. дом какой-то, потому что хороший дом мы, разумеется, не купим, у нас нет таких средств, и нам не дадут такую ипотеку на хороший дом. Я хочу сказать нашим друзьям, нашим подписчикам, я читаю все комментарии, читаю их Ане, она тоже сидит, читает. Вот, но она там, правда, не участвует в переписи, но читает, всем следит. Хочу сказать большое спасибо за беспокойство, что вы нас предупреждаете, ограждаете, беспокоитесь. Там многие писали, что ребенку нужна и школа, и больница. Да, мы тоже об этом уже говорили в предыдущем видео. Кто-то пишет, что у вас запросы большие. Вот, но друзья, подписчики нас поддерживают, пишут, что это не запросы, это ребята. Да, наверное, Ипотеку ты берешь, как бы, ты должен сразу все просчитывать, потому что тебе много лет потом ее выплачивать. И брать нормальное жилье под Да, себя, если ты это берешь- не запросы. да, если ты берешь дом как бы проблемный, потому что на хорошие дома, чтобы мы заехали, прям вот приехали дом смотреть, он был прям вот идеальной коляской, чтобы заходила там все. Конечно, таких домов нету. Вот. Все равно придется что Все переделать. равно надо где-то что-то переделать. Ну, хотелось бы, конечно, Просто по хотелось бы минимуму. какую-то целесообразную сумму, чтобы хотя бы остались деньги, чтобы реально можно было переделать. Переделать, да. А ты когда приезжаешь в дом
в таком... Он вроде бы хороший, но там очень много переделок, очень много, больше, чем половина этого взноса придется то отдать. Нам просто невыгодно брать такой дом. А переделать его все равно нужно. Ну, в общем, как ни крути, приняли мы решение брать квартиру. Да, потому что родители тоже настояли, что все-таки мы брали квартиру, потому что они с нами тоже много поездили, посмотрели, поужасались тоже. Но они поужасались от того, как многие люди живут, и они стоимости суммы хотят за свое жилье, за свои дома, что живут в полных развалюхах. Несоответствие просто, Да. да. Там жилье не соответствует той сумме просто. Можно было, говорю, взять, переделать, но не соответствует просто. Ну, не будем повторяться. Да. В общем, решили мы брать квартиру. Может быть, в будущем когда-то нам повезет, судьба улыбнется, у нас будет возможность взять еще себе хотя бы небольшой домик под дачу, либо взять где-то землю Хотя бы недалеко, землю, да. участок хотя А домик хотя бы просто Чтобы постепенно. овощи выращивать хотя бы просто. А домик постепенно просто строить. Может быть, как говорится, мы предполагаем, Бог располагает. Вот, не знаем, как дальше жизнь повернется. В общем, решили мы брать квартиру. Я попросил отца, как раз на улице была плохая погода, я попросил отца, так у него там уже был свой менеджер, ведь он же первый брал ипотеку на дома, на дом. Я попросил отца, чтобы он съездил и переговорил с менеджером, могу ли я взять ипотеку на себя, объяснил, что я инвалид первой группы и все прочее. Она сказала, что да, я могу, что инвалидность не является преградой. Противопоказанием. Да, противопоказаниям к применению. Вот. Он объяснил, что я работаю, да, что я там программист, сайты создаю, продвигаю, что работа неофициальная. Ты хотел что сказать? Да, я хотела сказать, что нам этот менеджер потом выдал анкеты. Отец нам привез эти анкеты, мы заполняли. То есть заполняли все свои места работ. Гриша заполнял. Да. Я за Гришу, правда, заполняла дома. Да, ну расписывался я, естественно, сам. Вот, я расписался, подписал все документы, потом мы передали отцу обратно. Мы передали оригинал отцу, а копии я сфотографировал и послал по электронной почте нашему менеджеру в банк ВТБ. Она все приняла и отправила на рассмотрение. В общем, где-то, по-моему, на следующий день, да, по-моему, да, мне быстро. пришла СМС, мы очень нервничали, думали, мне не одобрят, потому что все-таки я на инвалидности переживал. Мне-то кредиты иногда бывает там на какую-то фигню, там, приду, там, хочу сотовый телефон взять, на меня посмотрят, кредит мне давать не хотят. Вот, так бывает, Да. такие ситуации. Но это тоже зависит от людей, зависит от банка и все прочее. В общем, переживали, что не одобрят. Но тем не менее пришла СМС, что Григорий Геннадьевич, мы вам одобряем ипотечное кредитование. Вот, потом позвонила даже менеджер, сама мне сказала, что поздравляю, вам одобрили ипотеку на 20 лет, вот, под 11,3% годовых, как я уже говорил, с первоначальным взносом 40% От стоимости от жилья. стоимости жилья, да, у них такие правила. Вот, ну и в общем мы приступили к поиску жилья, к поиску квартиры. Ну, о том, как мы искали квартиры и что с этого вышло, вы, наверное, узнаете уже в следующем видео, потому что предыдущее видео получилось на 45 минут. Да, это слишком. Да, обещали по-быстрому, но получилось на 45 минут, поэтому многие даже писали, говорит, я вам помогу тем, что я досмотрю это видео до конца. Ну, кстати, очень классно. Почему Да. нет-то, ё-моё? Надо, видать, таким людям дать, которые 45 минут выдержали нашу болтовню. Да, может быть, пока мы просто рассказываем какие-то события из жизни, может быть, кому-то и скучно, но мы вас не заставляем смотреть. У нас, на самом деле, много творческих идей и планов, но пока только так. Да, пока здесь. Пока рассказываем просто, что у нас происходит. Пока ничего такого креативного мы не делаем. Пока наша мама опять сидит с ребенком на кухне, он там разоряется, нам пора заканчивать. Поэтому мы переносим все на следующее видео, где расскажем вам о поиске квартир, что с этого вышло, как это было и все прочее. В общем, оставайтесь с нами и ждите следующего видео. Мы теперь постараемся как бы почаще выкладывать, не затягивать. Да, хотя бы раз-два в неделю постараемся. Да, это делать. раза два надо хотя бы в неделю выкладывать. В общем, всем спасибо за поддержку, за ваши комментарии. Мы все читаем, видим, что вы за нас переживаете, поддерживаете. Всем очень большое спасибо. Ставьте лайки, делитесь этим видео, очень поможете, да, кстати. Да, если хотите нам помочь, пожалуйста, Да, если смотрите. хотите чем-то помочь, то просто делитесь этим видео с друзьями. Чем больше просмотров, подписчиков, тем будет быстрее Канал будет развивается развиваться канал, наш. да. Ну вот, поэтому вам всем спасибо. Спасибо всем. Да, пишите свои мысли, комментарии под этим видео.
Всем пока-пока. Пока-пока.